Где-то на Украине на постаменте стоит обыкновенный для 80-х годов поливочный ЗИЛ-130, но он заслужил почетное место. И здесь не столь важно, что таких машин теперь почти нет. Этот ЗИЛ, как и прочие такие обыденные в советской жизни машины, пожарки и поливалки, уазики и санитарные рафики, самосвалы и бетоносмесители, как и люди. Пожарные, солдаты, строители и водители первыми весной 1986 года начали работы по ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Люди и техника прибывали в городок Припять из разных концов огромной страны. Чернобыль стал полигоном для испытаний и проверки множества машин. Скажем, импортных промышленных роботов, радиоуправляемых бульдозеров. Несколько специальных моделей автомобилей сделали и советские автозаводы. Старые любительские фото сохранили для нас изображения КАМАЗов и военных БТРов с самодельными, наскоро прикрепленными к кабинам тонкими листами свинца. Специалистам было понятно, такой защиты от радиации недостаточно. Главная опасность подстерегала, конечно, тех, кто вывозил радиоактивный мусор от разрушенного взрывом 4-го энергоблока АЭС. Заказ на создание специальных самосвалов на базе КРАС-256 пришел в Кременчуг 22 июня 1986 года. Предстояло сделать свинцовую капсулу для водителя и накрыть ее штатной кабиной для маскировки. Смешно и грустно получилось. Помнится, радиостанция «Немецкая волна» сообщила об аварии уже 26 апреля. Тем не менее, конструкторы во главе с Виктором Халявко построили маскировочный макетный образец кабины. Такая конструкция оказалась нежизнеспособной. Хотя бы потому, что к кабине все равно надо было пристроить громоздкий агрегат фильтрации воздуха. Так родился вариант с одноместной кабиной. Капсула для водителя представляла собой сэндвич из 3-миллиметровых стальных листов, между которыми проложили свинец. На полу его толщина достигала 30 мм, сбоку 25 мм, на крыше 12 мм. Внутри кабину обшили 8-миллиметровым пластиком. Для выполнения необычного заказа на Украину срочно отправили 60 тонн свинца из Казахстана. Стекла кабины имели толщину 75 мм. К ветровому прикрепили штатное стекло со стеклоочистителем. Поначалу толстых стекол не хватало, поэтому первые 8 машин оснастили только передними, бокового не было. А для улучшения обзорности поставили 2 дополнительных зеркала. Вся эта конструкция весила около 3 тонн. Пришлось дорабатывать ходовую часть автомобиля. У КРАЗа 256B1.030 в частности усилили левый лонжерон рамы и левую рессору. Левую шину предписывали качать до 7,5 кг на сантиметр, правую до 6,5. Насос гидроусилителя руля отрегулировали на большее давление, чтобы водителю было полегче управлять такой махиной. В раздаточной коробке зафиксировали пониженную передачу, из кабины убрали рычаг управления раздаткой. Не было в машине и отопителя, зато появилась мощная установка для фильтрации воздуха. А чтобы обеспечить ее работу даже при выключенном двигателе, в КРАС поставили 4 аккумулятора. Первый самосвал после коротких испытаний в окрестностях Кременчуга 10 июля отправили в Чернобыль. За неделю собрали еще 7 машин, а последний из 18 защищенных автомобилей отгрузили уже 27 июля 1986 года. Свою задачу кременчугские капсулы выполнили. Еще одна страница истории чернобыльских автомобилей – это автобусы, на которых возили людей в зоне заражения. Большой ЛАЗ-692 сделали из ЛАЗ-695Н. Защита его была, конечно, ниже, чем у самосвала, ведь автобусы не работали в зараженной зоне часами. Большинство окон заделали свинцом, наглухо закрыли люки в крыше, огородили заднюю площадку машины возле двигателя. Конечно же, поставили мощное устройство фильтрации воздуха. Автобусы поменьше имели не очень известную даже в СССР марку «Таджикистан». Их делал завод, расположенный в городе Чкаловске, известным некоторым как Ленинабад-40. Это предприятие, сформированное некогда из авторемонтного завода при горно-обогатительном комбинате, подчинялось Минатому. Вероятно, поэтому ему и поручили выполнить необычный заказ. Таджикистан-3205, базировавшийся на узлах ЗИЛ-130, доработали примерно так же, как ЛАЗ.
Сведений о количестве собранных в Чкаловске защищенных автобусов нет. Ни одна из упомянутых здесь машин не сохранилась, даже свои дни они закончили в могильниках, как, впрочем, и целая армия гражданских автомобилей, тех самых обычных пожарок, поливалок, автобусов, а также военной и прочей техники, включая вертолеты. Всего этого железа еще немало в районе, где 3 десятилетия назад произошла страшная авария. Конечно, те, кто создавал защищенные машины, накопили большой и необычный инженерный опыт, но прошло 30 лет. Их уж нет, а мы живем совсем в других странах, с абсолютно другими страстями и заботами. Лучше бы, конечно, такой опыт предков нам никогда не пригодился, но иногда все-таки задумываешься, смогли бы мы сейчас им воспользоваться, если, не дай бог, понадобится.